Сначала этот истощенный облезлый комочек приняли за тело дикой зверушки, но щенок еще тихонько дышал. Маленькой бедняге несказанно повезло, она попала в самые любящие руки и выросла в шикарную собаку. Благодаря собачке, ее спасители нашли свою миссию в помощи четвероногим. Эта история берет начало еще в 2015 году на острове Бали. Переехав в новое жилье на Бали, француженка Маэль Жерар и ее парень Жиль Манзата отправились в магазин на скутере. По пути пара заметила, что в небольшом лесу у дороги лежит маленькое существо. Балийские леса полны живности, но приглядевшись, ребята поняли, перед ними вовсе не дикая зверушка, а щенок. Мы увидели его у дороги в лесу, среди травы. Я подумала, что он мертв, но Жиль настоял, что он еще дышит, рассказывает девушка, Маэль. Она постоянно чесалась и одновременно скулила. Так как ребята только переехали на остров, они не знали, куда везти измученное создание, и сначала проехали мимо. Но мысли о брошенном щенке не давали им покоя, и в итоге они вернулись за находкой и взяли с собой. Дома выяснилось, что это девочка, которую пара назвала Ика. Малышка была истощенной и сплошь покрыта лишаем. Помню, как первую ночь она постоянно чесалась и одновременно скулила, рассказывает Маэль. Первоначальным планом пары было отыскать местный приют и отдать Ику туда, но они передумали. За время, пока они ухаживали за собачкой, ребята очень привязались к ней и решили оставить у себя. Первые 3 дня Ика едва двигалась и просыпалась лишь когда приходило время еды. Чтобы избавить собачку от кожной болезни, ее каждый день мазали кокосовым маслом. Постепенно шерсть собаки отрастала, и вскоре ее было не узнать по сравнению с первыми днями. Ика подрастала и начала проявлять характер, он оказался отнюдь непростым. Ее родители были удивлены тому, насколько деловой стала некогда слабая маленькая собачка. Ика определенно альфа-собака. Она эмоциональна и не доверяет людям легко, но как только вы заполучаете ее доверие, она – само очарование, говорит хозяйка. Она очень преданная и всегда защитит нас. Хозяева берут собаку с собой повсюду, она всегда получает множество комплиментов от прохожих. История Ики не может не вдохновить и заставляет поверить в человеческую доброту. Но на этом истории этой удивительной семьи не закончились. Недавно произошла еще одна радость. Маэль часто подкармливала местную стаю бродячих собак, и один щенок очень к ней привязался, постоянно ходя за ней по пятам. Из-за сходства с персонажем из Гарри Поттера девушка назвала собачку Добби. У Добби, эта девочка, тоже обнаружилась кожная болезнь, и по советам ветеринара Маэль каждый день купала ее со специальным средством и выпускала обратно к ее собачьей семье. Но на 4-й день собака сама отказалась уходить после купания, так она стала частью новой семьи. У Ики появилась сестренка. После того, как Маэль и Жиль приютили 2 собачек 3 года назад, пара решила заниматься спасением бездомных собак на Бали и поиском семей для них. Они создали проект под названием The Bali Squad совместно с приютом для животных. Ребята никогда и не могли подумать, что встреча с одной маленькой собакой несколько лет назад так изменит их жизнь. Ведь для местных бродячих собак идея этих ребят – настоящее чудо.